Oh shit. Here we go again. Я не питал никаких надежд, возвращаясь на Тубитути. Мне казалось, что все придется начинать сначала, но вы только посмотрите. Мемориал Ферри не просто стоит на месте, он реинкарнировал в нечто большее. За год с того момента, как мемориал был установлен, он пережил 4 перестройки и 3 полных уничтожения, но он стоит. Новый, обсидиановый, немного покоцанный, но красивый. Вообще удивительно, что ребята из клана Байкала и некоторые мои зрители всеми силами сохраняли мемориал так долго. Напишите им благодарности в комментариях, ведь теперь мемориал Ферри — это камерная, но все же история Тубитути. Место, где зрители Булджать могут собираться вместе, если выстоит очередь. И смотря на этот мемориал, я подумал вот о чем. Спавн и его окрестности – это самое хаотичное и жестокое место Тубитути. Здесь главенствует динамит, смерть, кристаллы и веселое безумие, ни о каких постройках речи не идет. Все строители давно разбежались по углам карты, чтобы сооружать свои базы и великие постройки, но если мемориал Ферри выстоял целый год, находясь очень близко к спавну, то наверняка могут быть и другие постройки, более древние, пережившие куда больше местных страстей и разрушений. Я решил провести небольшое турне вокруг спавна, чтобы найти и увидеть остатки прошлого, и я нашел намного больше, чем ожидал. Вместо огромных лавокастов и разрушенных сооружений я своими глазами увидел легенду Тубитути, место, которое казалось утерянным навсегда. Я увидел ту самую знаменитую долину пшеницы. Так что присаживайтесь поудобней, крафтите себе хлеб и внимайте. Сейчас вы услышите одну из самых печальных, но вдохновляющих историй Тубитути. Ведь с вами был Джать, и мы начинаем. Майнкрафт — это то место, где можно откопать всякое. Например, свободное время. Work 5 помогут вам. За 15 лет сервис стал лидером в написании курсовых, дипломов, рефератов и еще более 20 видов работ. Здесь трудятся настоящие специалисты с огромным опытом. Все написанные работы проходят 3 этапа контроля: проверка на процент уникальности, проверка экспертом и проверка отделом контроля качества. К слову, если вы хотите проверить будущего автора вашей работы, то смело заказывайте бесплатный план, не заказывая саму работу. А цену на ваш будущий заказ можно узнать благодаря онлайн-калькулятору на сайте, заполнив форму заказа. Кстати, о ценах. Здесь они самые приятные и выгодные. Так что спешите заказать работы и сдать все вовремя. А с помощью моего промокода BULL23 получите скидку 20% на все услуги. Work 5 – учись на 5. Любое путешествие на Тубитути легко превращается в приключение. Этот раз исключением не стал. Просматривая карту местности, мы с моим напарником увидели странную обсидиановую статую, которая, по всей видимости, появилась совсем недавно. Поняв, что это единственное привлекательное место в пределах 10 тысяч блоков, мы отправились к нему, и очень быстро у нас появилась компания сопровождающих, поскольку в тот момент я стримил наш поход. После недолгого обмена любезностями с новыми людьми нас встретил сюрприз – закопанные в земле лошади. Возможно, мы с напарником немного попортили чью-то жизнь, но в наших венах закипела цыганская кровь, поэтому не забрать ездовых животных мы просто не могли. Тем более это выглядело как знак свыше. Отпраздновав находку спонтанным салютом, мы не заметили, как наши лошади решили под шумок заняться любовью и родить малыша Джигурду, которого мы решили оставить следующему путешественнику в импровизированном гараже. Дальнейшее путешествие было без особых событий, разве что мы с концами потеряли коней, зато мы увидели ту самую статую. Статуя оказалась огромной балериной, в которую можно было войти и забраться на самый верх. Я решил из соображений безопасности поставить на голове балерины кровать, что, конечно же, было ошибкой. На Тубитути кровати, видимо, пробуждают в людях агрессию, скрежет зубов и желание уничтожать, поэтому очень быстро случился амогус, и некоторые из наших сопровождающих объявили на меня охоту. Поскольку я был налегке, меня быстро убили, из чего я сделал 2 вывода. Стримить Тубитути слишком рискованно, и на сервере все еще нельзя никому доверять. После такой вакханалии, конечно же, хотелось чего-нибудь спокойного и предсказуемого. Вокруг спавна интересных мест особо не осталось, поэтому было решено осмотреть локации былой славы, и долина пшеницы казалась идеальным вариантом. Некогда легендарное место, полное той самой пшеницы, где люди могли немного расслабиться, пополнить свои запасы хлебом и насладиться видами на сфинксов из песчаника. У меня в голове почему-то засела мысль, что подобное место должно находиться где-то очень далеко, раз оно существовало несколько лет и буквально задарма кормило людей, что на Тубитути настоящее кощунство. Но оригинальное место долины, на удивление, находилось всего в часе ходьбы от спавна, что совсем недалеко. Все сложилось.
Правда, судя по картам, смотреть там было особо не на что. Огромный лавокаст занял всю площадь долины. Ну, может, внутри него что-нибудь будет. И я прям как знал. Когда ты находишься на спавне, где лавокаст — это естественная поверхность, на них не обращаешь внимания. Напротив, удивляет их отсутствие. Другое дело, когда после мирных холмов и океанов ты наталкиваешься на колоссальную гору камней, которая закрывает горизонт и выглядит совершенно неестественно. Тот, кто наложил эту кучу, точно ненавидел долину пшеницы всей душой и хотел уничтожить ее раз и навсегда. И чем ближе я к ней подбирался, тем больше хотел понять, почему. Здешний лавокаст не просто рандомно насыпанный камень, призванный попортить настроение постройки. Это сплошная насыпь, намекающая своими размерами, что долина пшеницы уничтожена раз и навсегда, и восстанавливать ее бессмысленно. И чем ближе я подходил, тем меньше надежд оставалось, что я смогу увидеть хоть что-нибудь. С одной стороны лавокаста обнаружился небольшой алтарь из песка, и я решил, что это единственное напоминание о долине пшеницы, которое я смогу здесь найти. Но стоило мне об этом подумать, как меня накрыли сомнения. Вокруг алтаря была подозрительно ровно вычищена местность, а внутрь лавокаста вели довольно приличные дороги. И отправившись по одной из них, я увидел это. Внутри лавокаста скрывались несколько воссозданных пирамид и первоклассные поля пшеницы, хотя все уверяли меня, что на этом месте давно ничего нет и быть не может. Но тут даже сфинксы есть, точно такие же, какие я видел в музее Тубби-Тути. Побродив полчаса по долине, я не был уверен, что увидел ее всю. За одной пирамидой сразу находилась другая. Системы переходов и туннелей образовывали сложную паутину, в которой легко можно было запутаться. Кто-то здорово постарался, чтобы восстановить долину пшеницы, после того, как кто-то сильно постарался ее уничтожить. Чем же это место так привлекает игроков? Долина пшеницы – одна из старейших построек на Тубби-Тути, появившаяся практически со старта самого сервера. И это удивительно хотя бы по той причине, что в первые годы творилась анархия в прямом смысле этого слова. Только зайдя на сервер, тебе сразу становилось понятно, что поиграть в привычный Майнкрафт здесь не получится. Здесь за 5 дней уничтожили спавн полностью. Новых игроков ловили в ловушки и просто убивали. Войны между кланами и сообществами начались буквально просто так ради потехи. Все угорали, дюпая ресурсы, пробуя читы и строя только функциональные базы для ведения сражений. Но одному игроку под ником Джанг все это не было интересно. Выжив на спавне и уйдя от него подальше, он решил, что хочет построить свой рай в этом аду. По сути, Джанг начал играть в синглплеер на онлайновом сервере, и я его даже понимаю. Есть что-то интригующее в том, что ты далеко от всех играешь так, как хочешь, ни от кого не зависишь и строишь дом своей мечты, на который могут наткнуться другие. Правда, одним домом Джанг не ограничился. Он самозабвенно начал строить целую долину в египетском стиле, потратив на первый этап строительства больше 2 лет. За это время Джанг самолично, без чьей-либо помощи, отгрохал несколько пирамид, поставил стражи сфинксов и засеял поля вокруг пшеницей, сделав мирный уголок в бурлящем хаосе Тубби-Тути. Была ли долина задумана Джангом изначально или она получилась случайно и спонтанно, никто не знает. Но чем больше долина пшеницы становилась, тем больше она походила на воплощенную египетскую мифологию. По легендам, египтяне после смерти проходят длинный путь с множеством испытаний, преодолев которые праведная подготовленная душа попадала на поля Иалу, где все было в достатке, не было опасностей, а ежедневный труд приносил успокоение. Ассоциации с долиной пшеницы возникают сразу. Игроки должны были вырваться со спавна и пройти длинный путь, умирая от голода, а когда надежда уже иссякала, перед их взором могли возникнуть нетронутые пирамиды и бесконечные поля полной пшеницы, из которых можно было сделать сколько угодно хлеба. Представьте эмоции игроков, когда они находили долину пшеницы. Это было похоже на рай, на мистически спокойное место, которое не должно существовать на Тубби-Тути. Так что неудивительно, что фактически каждый на сервере испытывал перед долиной внутренний трепет и уважение за непостижимый труд Джанга. Сам Джанг любил гостей и с удовольствием делился с ними пшеницей, если они были готовы посадить новый урожай взамен. Но при этом Джанг получил репутацию главного интроверта сервера. Он почти ни с кем не общался. За 4 года игры он написал в чате меньше 100 сообщений. Он не принимал помощь, не вступал в сообщества и кланы и любил быть подальше от суеты в полном одиночестве.
Даже когда между Форчем и Фейспанчем разгорелась война, о чем я немного рассказывал в прошлый раз, Джанг, пришедший с Фочан, не стал принимать участие в войне, хотя его пытались заманить и предупреждали, что в случае победы Фейспанча на него могут объявить охоту. К счастью, война обошла долину стороной. Повлияло ли на это то, что почти каждый игрок с обеих враждующих сторон любил долину, или то, что людей на сервере в те годы было меньше сотни человек, либо все это сразу, но никто даже не попробовал загриферить долину во время конфликта. Даже печально известный Поп Боб, для которого масштабные постройки лишь подарок для его динамита, не трогал долину. Он мог убить Джанга от скуки, это да, но ни один куб песка не упал с пирамиды от рук Поп Боба. Задумайтесь. База 1 миллион, которая логично была расположена на миллионных координатах, была загриферена намного раньше, чем долина Пшеницы, которая находилась на 13 тысячах. По-моему, это ясно описывает отношение к долине в то время. После войны игроки стали разбредаться кто куда, а новых игроков становилось все больше, поэтому долину стали находить чаще, а слухи о ней разлетались очень быстро. Новички все меньше разделяли мнение ветеранов о долине и периодически воровали пшеницу и атаковали Джанга. В одном из таких нападений на помощь Джангу пришел игрок под ником Автопия, который, впечатлившись долиной, решил стать ее защитником. Джанг был против этого, но Автопия настоял на своем. Он и несколько его друзей приносили ресурсы, защищали долину и ремонтировали небольшие повреждения. Всю остальную работу выполнял Джанг, отказываясь от любой помощи. Так прошло еще 2 года. Пирамид становилось больше, у каждой из них было свое название и предназначение, и казалось, долина будет существовать вечно. Но везение когда-нибудь должно было закончиться. Идейный грифер 2B2T под ником IMBJR, который поставил себе цель уничтожить каждую постройку, на которую он наткнется, вторгся в долину и смог уничтожить ее примерно на 30%. Грифера прогнали, но для Джанга это был большой удар. Он привык, что долину не трогают, а большинство посетителей относились к нему и долине с уважением, поэтому гриф такого масштаба выбил его из колеи. Джанг, разочарованный в людях и потративший 4 года на строительство своего единственного проекта, ушел с сервера в 2015 году и больше не возвращался. Автопия и его друзья остались единственными, кто мог присматривать за долиной, но постепенно энтузиазм пропадал. Следить за долиной, которую бросил основатель, становилось рутинным занятием. Ряды защитников редели с каждой недели, и совсем скоро Автопия остался в долине один. Он ремонтировал ее и сажал пшеницу, но делал он это все реже и реже. А в 2016-м начался один из самых масштабных конфликтов на 2B2T – война Рашера. Ютубер The Camping Crusher сделал видео по 2B2T и привел на сервер своих зрителей, которых натравил на ветеранов сервера, чтобы создать новый порядок. Ветераны, желая преподать урок новичкам, вышли на них единым фронтом, давя своим опытом и координацией. Во время этой войны случилось много важных событий. Например, была введена очередь на сервер, а также ветеранами были начаты проекты Посейдон, Стена Лавы и Лавакасты, чтобы сдержать рашеров на спавне, но об этом я, наверное, расскажу в другой раз. Долина Пшеницы во время этой войны являлась отличным источником пищи для новичков, потому что она была у них под боком, и ветераны планировали уничтожить долину, чтобы победить в войне. Единственным, кто их останавливал, был Автопия. Он призывал ветеранов одуматься и защищать историческое место 2B2T, но грифа долины избежать не удалось. Ее уничтожили новички из сопротивления, состоявшие в рядах Рашера, а все из-за банального желания повеселиться и показать свою силу. Новички обосновали разгром долины тем, что ветераны уничтожили их мемориал, поэтому они должны были отомстить и уничтожить их мемориалы. Новички, похоже, даже не догадывались о том, что долина всегда держала нейтралитет и не принадлежала ветеранам в принципе, и для многих это стало новым поводом для гнева. Рашеров стали презирать за их некомпетентность и глупость, у ветеранов появился еще один весомый повод уничтожить новичков, и даже среди самих рашеров нашлось немало тех, кто считал уничтожение долины позорным поступком. По сути, долина Пшеницы, а точнее ее уничтожение, определила исход войны и стала одним из главных ее событий. Ветераны сплотились, а в рядах Рашера началась смута и разделение. После грифа долину пытались восстановить, но каждый раз находились те, кто уничтожал ее вновь. Постепенно охранять было уже нечего, восстанавливать не имело смысла. Остатки сооружений были уничтожены, поля пшеницы опустели. Многие игроки пытались построить долину заново, но их усилия были тщетны. Строить долину было муторно, гриферы уничтожали то, что удалось отстроить, случайные игроки потихоньку уничтожали даже остатки руин, а лавакасты постепенно превращались в одну огромную насыпь, накрывшую всю долину. Казалось бы, это конец, но, как вы поняли, долина Пшеницы все еще жива.
Кто-то серьезно решил взяться за ее восстановление и модернизацию. Теперь, как и мемориал Ферри, долина стоит на обсидиановых плитах. Пирамиды тоже сделаны из обсидиана, что значительно усложняет гриферство и упрощает ремонт. С помощью машин была уничтожена значительная часть лавокастов, а площадь долины, по ощущениям, только увеличилась. Я нашел парочку англоязычных игроков, которые занимались строительством небольшой части долины. Мистера Стивенсона МС и G.H. Джоя. Но я так и не смог выяснить, кто все это начал. В любом случае, все люди, причастные к современной долине пшеницы, провели отличную работу, и кажется, я смог ощутить тот самый трепет, который ощущали игроки в 2012-2014 годах. Обнаружить нечто подобное внутри лавокаста было похоже на чудо, и я не смог удержаться. Я захотел поучаствовать в строительстве, стать частью восстановленной долины пшеницы. Тем более для меня это был новый опыт. Я еще никогда не участвовал в подобных проектах раньше. И для начала нужно было набрать команду. Ребята из бывшего Байкала, которые сохранили мемориал Ферри, были очевидным выбором, но их было немного, нужно было собрать еще людей. Я решил сделать посты на Ютубе и в ВК. Да, я не слишком умный, учитывая, что это могло привлечь гриферов, но в итоге призывы через соцсети только усложнили ситуацию. Приходило много зевак или людей, которые мялись в своих решениях, поэтому решено было собрать группу из знакомых и друзей. И вот здесь я столкнулся с первыми проблемами. Видите ли, русское комьюнити 2B2T совсем небольшое, и большинство друг с другом знакомы, но учитывая специфику 2B2T, знакомства эти были не самыми приятными. Первые дни строительства проводились за выяснением отношений, кто кого когда загриферил, кто что украл и кто как к кому относится. Честно скажу, разбираться с этими личными драмами было сложнее, чем восстанавливать долину. Для меня эти конфликты новых напарников были незначительными, но их нужно было как-то решать. Приходилось общаться лично, разбирать проблемы и конфликты и напоминать всем, что все собрались здесь для одной цели. Может показаться, что подобное начало попахивает провалом, но нет. Уже на третий день строительства мы все работали как единый механизм, а на пятый день мы почти что играли в ММО. У каждого появилась своя роль, задачи и сильные стороны. Кто-то мог быстро строить, кто-то договаривался за поставки обсидиана, кто-то мог быстро добывать. Враждующие между собой кланы Fish Club, Golden Dawn, Nitros Mafia, Zip Club и Новый Байкал объединились и забыли на время про свою вражду. Долина пшеницы действительно объединяет. Также к нам присоединились другие ютуберы по 2B2T, Офикс и Филин. Звали еще Заквиэля, но он, похоже, играл в террарию. Нашу движуху заметили даже Слава Мерлоу и Моргенштерн, которые быстро влились в наш коллектив и активно помогали со строительством. Мы настолько с ними закорешились, что скоро будет совместный рэп-альбом по 2B2T и Майнкрафту. Чё там с ним и как, спрашивайте самого Моргенштерна. Таким составом мы расширили поля, восстановили некоторые постройки и создали красивую пирамиду бобросуслов. Поставили мы ее, конечно, немножко криво, и форма она не совсем правильная, но зато она особенная. И казалось бы, раз пирамиду мы уже построили, то осталось только муторно расширять долину и соединять ее дорогами. Но потом мне сказали, что мне удалось создать самое большое СНГ объединение на 2B2T. Никогда прежде столько людей и кланов из СНГ не принимало участие в одном проекте. Список участников можете посмотреть в описании. И тогда я решил, раз мне удалось собрать столько людей, и раз уж это для наших регионов возможный рекорд, нужно это как-то обозначить. Масштабно, потно и торжественно. Пирамида бобросуслов для этого не совсем годилась. Нужно было нечто большее. Идея мегапроекта пришла сразу. Огромная пирамида из обсидиана. Мы ее строили дней 5. Место было выбрано прямо на лавокасте, поэтому мы взорвали кучу динамита и кристаллов, исчерпали почти весь доступный нам обсидиан и эндер сундуки, но все же общими усилиями, тратя по несколько часов в день, мы ее построили. Огромную пирамиду высотой в 157 блоков. Она просто не вмещается в чанки и даже в экран. Я даже накачу шейдеры, чтобы показать вам всю красоту. Теперь вот так выглядит долина пшеницы. Вполне вероятно, что мы попортили планы тех, кто восстанавливал долину изначально, но я думаю, что просто реконструировать прошлое довольно скучно. Многие уже пытались это сделать, воссоздать долину пшеницы в первозданном виде. Мы же создали нечто другое, новое. Не могу сказать, что мы сделали что-то прям важное или прям оригинальное, но это точно было весело. Это было великолепно, черт возьми. Я получил от строительства кучу эмоций, даже если через неделю всего этого не будет, я не расстроюсь.
Долина будет жить с нами или без нас, сколько бы лавокастов на нее не насыпали и как бы ее не взрывали. Она будет только больше и крепче. Это один из самых живучих проектов на 2B2T, созданный одним интровертом, но попавший в сердца тысяч людей. Посмотрим, что будет дальше с долиной после этого видео. Работа еще вообще не закончена, и я планирую туда возвращаться как можно больше. Есть еще куча камней, которые нужно взорвать, куча полей, которые нужно вспахать, и куча построек, которые нужно еще сделать. Планируется PvP-арена внутри пирамиды и декоративные улучшения. Долина открыта для всех, и если вы к ней будете щедры, то она будет щедра к вам. Это очень душевное место, и я рад, что мне удалось стать его частью. Ну а если долину не удастся восстановить до конца, то ладно, я вернусь на Мемориал Ферри и буду планировать свое следующее путешествие. На 2B2T еще столько неизведанного. А у меня на этом пока все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и сделать его репост. Также заходите в Discord канал Булджать и посещайте группу ВК. Там много чего интересного. Пис вам, люди. Пока.